Всем большой привет! Я недавно пробовала работать с карамелью. Сейчас я перехожу на новый вид оформления тортов, поэтому для меня будет много интересного и нового. Вот мой последний торт. Здесь для декора я использовала карамель, шоколад, и у меня получился вот такой интересный торт. Для приготовления карамели нужно всего 3 ингредиента. Это сахар, сироп глюкозы, и я использовала дистиллированную воду. Все эти 3 ингредиента я выкладываю в кастрюлю или в сотейник с толстым дном. До того, как я поставлю это на огонь, хорошенько надо вымешать. Ставлю на средний огонь, вымешиваю дальше, чтобы сахар быстрее растворился. Мешать можно до того момента, пока не закипит карамель. Дальше помешивать ни в коем случае нельзя, потому что сахар может кристаллизироваться. Вот карамель начинает кипеть, все, я ее больше не трогаю. Сначала она запенится, вот так сильно закипит, но потом успокоится. Как только она закипела сильно, уменьшаем огонь до минимума. Чем меньше будет огонь, карамель будет дольше вариться, но она будет намного прозрачнее и качественнее. Когда варится карамель для декора, я ее нагреваю до 140-141 градус. Без градусника не знаю, как это можно измерить. До обычной пробы твердый шарик здесь уже не сработает, потому что твердый шарик может быть и при 120 градусах. Вот у меня карамель нагрелась до 141 градуса. Я выключаю полностью газ и начинаю окрашивать. Прямо туда лью краситель, и надо быстренько вымешать. Краситель гелевый. Я варю ее до 141 градусов с таким еще запасом, чтобы с каждым повторным нагреванием карамели есть возможность того, что при вываривании она будет желтеть. Для работы с карамелью обязательно одевайте перчатки. Желательно потолще, чтобы случайно не обжечься. А также декор из карамели нужно брать тоже в перчатках, чтобы не оставались следы от пальцев. Вот у нас готовая карамель к работе. Для пиона нам понадобится 2 силиконовых коврика с полусферами. Одни полусферы должны быть больше, а другие поменьше, чтобы правильно сформировать лепестки. Заливаю в каждую ячейку по чуть-чуть карамели. Это надо делать все быстро, потому что карамель быстро застывает. Теперь вот такими движениями, выгибая коврик, формируется лепесток пиона. Этот коврик отставляем. Но в холодильник прятать не надо, пускай стоит в помещении и так остывает. Сначала я залью камни для брошей, оставлю их охладиться, а потом вылью еще лепестки для пиона. Для этого мне придется опять разогреть карамель. Поставлю ее на небольшой огонь. Мешать ни в коем случае не надо, иначе она побелеет, вернее, иначе она помутнеет. Просто поставить и подождать, пока она станет жидкой. И залью маленькие лепестки для пиона. Делаю в точности, как и в первый раз, выворачивая коврик в разные стороны, формируя лепесток пиона. При наливании карамели у меня, если вы видите на видео, тянутся вот такие сахарные нити. Эти нити потом очень легко снимаются, то есть с этим проблем потом не будет. Теперь оставляю все это охладиться, чтобы карамель полностью стала твердой. Карамель полностью затвердела. Я сейчас буду вытаскивать эти лепестки. Вытаскивается очень легко, не нужно прилагать усилия. Вот такие лепесточки получились у меня. Немного толстоватые, но теперь буду знать, какие пропорции лучше лить. После этого начинаю формировать пион. Для этого снова надо разогреть карамель, чтобы было чем клеить. Я взяла себе тоже силиконовый молд, перевернула его другой стороной
и на нем прекрасно можно делать цветок. Вот я уже склеила крупные лепестки. Я думала, что с карамелью намного сложнее работать, но оказалось все легко и просто. Я беру лепесток, макаю кончик лепестка в горячую карамель и приклеиваю его к другим лепесткам. Склеивается очень легко и сразу остывает. Вот таким образом можно сформировать любой другой цветок. Теперь очень важный момент. Декор из карамели нельзя хранить в холодильнике, она там потает. Лучше всего хранить в помещении и не на кухне, где мы готовим, и там может быть повышенная влажность, а лучше где-нибудь в другой комнате. И в итоге у меня получился вот такой пион карамельный. А теперь посмотрим, как я сделала брошь. Взяла силиконовый молд, подходящий, в серединку, там где должен быть камень, скомкала немного фольги, чтобы это место потом было пустым и туда можно было вставить камень. Разогрела на паровой бане шоколад и сверху залила шоколадом. Это все ставлю в морозилку. Через 10 минут оно все готово. Снимается с молда очень легко. Фольгу вытащила вот таким методом. Можно просто руками, можно щипцами. Карамельный камень клею тоже на шоколад. Вот почти готовая брошь. И сейчас тоже важный момент. Такой декор в холодильник ставить нельзя. Такой декор я оставляю в помещении. И теперь перехожу к украшению торта. Торт я выравнивала чиз-кремом. Под пион мне захотелось сделать еще потеки из шоколада. Торт должен быть только что из холодильника, чтобы хорошо, быстро все схватывалось. После того, как застыл шоколад, окрасила серебром. Броши крепила тоже на шоколад и уже на торте окрашивала серебром. И у меня получились вот такие красивые броши. И в самом конце я прикрепила цветок пион, тоже на шоколад. Еще раз напоминаю, что торт с таким декором из карамели в холодильнике держать нельзя. Декорировать нужно перед самой отдачей торта. Он может спокойно стоять при температуре 20-21 градус. Абсолютно ничего ему не будет, а в холодильнике карамель потает. В итоге у меня получился вот такой торт. Если у кого-то есть вопросы, пишите в комментариях. Спасибо, что смотрели это видео. До новых встреч, до новых тортов!